Всем привет, с вами Содерлинг. И что если клоун Кауфман на самом деле как раз и добивался своего рассеивания и намеренно превратился в этого монстра? Понимаю, звучит бредово, и вы спросите, с чего же я это взял. Сейчас объясню. Вся его комната заполнена надписями «Выход, выход» и «Выхода нет». Кейн казался ему злостным надзирателем, который над ними измывается. И клоун действительно был одержим желанием выбраться из цифрового цирка. И, как и помнит, даже нашел ту самую заветную дверь. Не просто видел ее, а побывал внутри. Это доказывают нарисованные им картины, подобных же мрачных лиминальных пространств, по которым бродила и девушка в пилотном эпизоде. Но, как мы уже знаем, это вовсе не выход из этой реальности, а лишь еще одна локация, построенная Кейном на основе желаний своих подопечных. Она еще не доделана и глючнута, и лишь в очередной раз дала Кауфману понять, что из цирка выхода нет. Судя по состоянию помни после увиденного, клоун уж точно был в полнейшей апатии после прогулки по знакомым офисным помещениям. И вскоре на фоне этого срыва клоун решился на крайне отчаянные меры. На одной из картин можно заметить его самого, стоящего напротив собственной рассеянной версии, и надпись «Почему?». То есть Кауфман нарисовал ее еще до того, как превратился в монстра. Осознанно сидел и рисовал картину. Уже понимал, что это скоро произойдет, но по какой-то причине даже не противился этому. Не пытался это никак предотвратить. Лишь задавался вопросом «почему?». Почему это происходит? Почему все, кто сходит с ума, превращаются в это нечто? И почему это так не нравится Кейну, если же он лишь рад над ними издеваться? И затем видим, как на одной из картин Кауфман пишет, что выход сказал клоуну. А затем еще раз и еще. Но ведь выход не может говорить. По всей видимости, кто-то или что-то вливал Кауфману в голову мысли, которые и свели его с ума. Нечто такое, что заставило Кауфмана добровольно отдаться рассеиванию. Понимаете, он знал, что всех рассеянных Кейн скидывает в подвал, закрытую ото всех игроков территорию, куда проникнуть просто так невозможно, куда попадают лишь рассеянные, и который также изображен на одной из его картин. Так может выход именно там? Что если рассеивание и есть путь к выходу? Исходя из всего этого, выходит следующее. Лелея последнюю надежду таки выбраться отсюда, Кауфман пошел на отчаянный шаг ради возможности попасть в подвал. Единственную территорию, которую он еще не исследовал, где возможно таки и находится настоящий выход. Но, увы, этого ему уже не суждено узнать. Кауфман полностью лишился рассудка и своего былого «я». Не узнает друзей, не понимает их слов и просто нападает на все, что видит. И вряд ли в таком состоянии он вообще станет искать выход, даже если он действительно где-то в подвале. Но кто же мог заставить Кауфмана рассеяться? Все ведь в цирке знают, что рассеявшиеся себя не контролируют, и даже небольшие глюки уже причиняют им боль. Даже в напрочь поехавшей голове не могла возникнуть мысль, что полное лишение рассудка позволит ему выйти. И у меня стойкое ощущение, что кто-то из здешних обитателей натолкнул клоуна на эту мысль. Но кто же мог так надавить на клоуна? Рисунки на стене его комнаты дают понять, что Кауфман очень боялся Кейна. Однако же Зубастик вряд ли жаждет рассеивания игроков, ведь это по сути нежелательный игровой сбой. Да и клоун с таким отношением ни за что не стал бы ему доверять. Гораздо подозрительнее все же Джекс. По какой-то неведомой причине у него есть ключи от всех комнат, он постоянно всем врет, толкается, отрывает чужие части тела, бросает друзей в минуту опасности, подставляет, издевается. Но что важнее всего, именно он последний, кто виделся с Кауфманом до рассеивания. Его-то я и искал. Спасибо, что присмотрел, Кауфи. Джекс прямо говорит о том, что не так давно забыл у клоуна в комнате свой шар для боулинга. То есть он был здесь в тот момент, когда Кауфман заперся и не желал ни с кем разговаривать. В тот период времени, когда его якобы никто не видел. И также, издеваясь как над остальными, спокойно мог пошутить, мол, может тебе стоит рассеяться, чтобы выйти. Однако же, несмотря на все эти улики, и Джекс не виновен в рассеивании Кауфмана. Создательница мультсериала лишь хочет, чтобы мы так думали. Но если бы кролик об этом знал, он бы лучше пошел ловить глоинков, чем стал бы сопровождать рогатую с помни, куда собственно и сбежал, увидав эту жуть. Даже ради алиби он бы не стал подвергать себя опасности.
Истинным злодеем в данной истории является вовсе не Джекс и даже не Кейн, а тот персонаж, который на протяжении всего пилотного эпизода оставался в тени. Не особо привлек внимание зрителей и вовсе не желал ни участвовать в приключении, ни навещать Кауфма. Зубл. Поверить не могу, что Кауфма так просто сдался. Как отметили многие зрители, финальная сцена пилотного эпизода пародирует «Тайную вечерю», известную картину, изображающую сцену последней трапезы Иисуса Христа со своими учениками за день до распятия. Однако же это не просто отсылочка ради отсылочки, а намек. Ведь в этот самый момент Иисус сообщает ученикам, что один из них его предаст. Во всех пародиях в поп-культуре по центру всегда восседает Мессия, а второй человек слева от него окажется предателем, как и Иуда Искариот. Однако же важной деталью является тот факт, что пока все вокруг общаются, Иуда лишь молча опирается локтем об стол. И в данном случае предатель не второй человек слева, а второй человек справа, который, выставив локоть, молча наблюдает за поникшей помни. Таким образом, Гусворкс тонко намекает нам, что злодеем является вовсе не Кейн, не Королёр и даже не Джекс, а ничем не примечательная Зубл. Несмотря на малое количество реплик, уже можно было понять, что она довольно груба, цинична, равнодушна. Не самая приятная особа, которая реально могла усугубить состояние Кауфма. Ну, без обид, Королёр, но я думала, что это будешь ты. Видя психологические проблемы друга, она лишь давит на больную точку, наплевав на то, как же это на нем скажется. Более того, Зубл – соседка Кауфма, она живет буквально в 2 шагах от него, и никто бы даже и не узнал, если бы она приходила к нему ночью. И с ее характером Зубл вполне могла цинично предложить клоуну просто уже рассеяться, что он и сделал. Но если же Зубл действительно предатель, то помни, выходит, в данном случае олицетворяет Иисуса Христа. Даже на официальных концепт-артах помни, словно Иисуса изображают распятой на кресте. Она залечила собственную руку от глюков без помощи Кейна, как и Иисус, исцелявший людей. А на Тамблере создательница мультсериала говорит о том, что цифровой цирк – это буквально мультяшное чистилище. Потому отсылка к «Тайной вечере» вовсе не случайность, а важная сюжетная составляющая, в которой помни представляет из себя мессию, прибывшую в этот мир, чтобы спасти всех людей. Но от чего спасти и каким образом? Зачем люди осознанно сюда зашли вообще? И почему же отсюда все-таки нет выхода? Нам явно дают понять, что удивительный цифровой цирк – это игра, куда можно войти, надев себе на голову VR-очки. А сайт, показанный нам в момент использования Кейном его Wacky Watch, демонстрирует нам восстановленные файлы трейлера конкретно этой самой игры, созданной как минимум пару десятков лет назад, судя по качеству, формату, модели показанного компьютера, интерфейсу игры и намеренно сокрытой дате ее выпуска. При этом в трейлере видно и Джекса, и Рогату, и Зубл, и даже Помни, несмотря на то, что она попала сюда лишь недавно. Вероятнее всего, как и в любых других старых играх, в удивительном цифровом цирке у вас нет возможности создания персонажей. Вам дается выбор из ограниченного числа аватаров в виде шута, куклы, кролика, на что намекает официальный концепт-арт из твиттера гличей. И с одной стороны, зачеркнутые аватары на дверях могут быть уже просто рассеянными персонажами, а с другой еще просто никем не выбранными, потому их лица перечеркнуты. Возможно, они еще появятся в сериале позже. Возможно, даже еще один Кауфма, раз прошлого больше нет. Подобные скины были выбраны разработчиками, исходя из ностальгии по игрушкам 70-80-х годов, в виде щелкающих зубов, блоков зола, шахмат, мыльных пузырей и локаций в виде детских площадок, чтобы тут ты мог вновь окунуться в детство. Однако же, вероятнее всего, из-за многочисленных глюков, игра по итогу так и не вышла. В трейлере упоминаются экспериментальные технологии, особый чип, который дает потрясающий визуал и реалистичный звук, будто бы ты реально застрял внутри игры. И разработчики не уверены, пройдет ли это оборудование вообще проверку экспертов. И как мы уже знаем, удивительный цифровой цирк буквально запирает игроков без возможности выйти. Такую игру попросту не могли одобрить. И скорее всего она существует в единственном экземпляре в этом стареньком заброшенном офисе. К
Кто-то предполагает, что Джакс, Рогата, Королёр, Зубов, Гэнгов и даже Помни — это разработчики цифрового цирка. Однако же им почти всем по 20-30 лет, как и самой игре. И они входили сюда с разницей в несколько лет. Мы годы как тут застряли. Потому это маловероятно. Если здесь и были разработчики, они уже давно сошли с ума и сидят в подвале. А Кейн, согласно официальному описанию, это лишь искусственный интеллект. Он никогда не был человеком, что твердо утверждает Гусворкс, создательница мультсериала. Даже когда у нее спрашивают, сколько лет Кейну, она отвечает, что у него не может быть возраста, поскольку он ИИ и никогда не был живым. Но зачем же тогда обычным людям спустя десятки лет заходить в странную игру, из которой нет выхода? В игру, которая лишит вас каких бы то ни было воспоминаний и всего, что у вас было в реальной жизни? Ответ на этот вопрос таится в самих персонажах. Психоз, шизофрения, раздвоение личности, нарциссизм, диссоциальное расстройство, неуверенность в себе и депрессия. Каждый из главных героев страдает определенным психологическим заболеванием. И со слов Гусворкс, цифровой цирк — это в первую очередь шоу о взрослых со взрослыми проблемами. И основная цель мультсериала — поглубже их раскрыть. Мне кажется, никто из главных героев попросту не вписывался в реальный мир. Их гнобили или не воспринимали всерьез, ненавидели или презирали. Никто из них нигде не мог найти себе места. И, будучи хики-фриками, в темных закоулках интернета они узнали об игре, способной лишить вас былых воспоминаний и даровать новую жизнь в волшебном мире, полном ностальгии и приключений. И услыхав об этом, каждый из них по очереди отыскал заброшенный офис, надел эти VR-очки, позабыв все, что было, и по своей воле оказался в удивительном цифровом цирке. Однако же, хоть игра и стирает воспоминания, она не лишает человека идентичности и характера. Хоть люди и позабыли былые проблемы и обиды, их психологические проблемы никуда не делись. А Помни, возможно, бывший психолог, и ее роль как спасителя нашего Иисуса Христа заключается вовсе не в поиске выхода, а в том, чтобы помочь своим новым друзьям преодолеть их беды с башкой, искупить их грехи. Принеся себя в жертву собственной депрессии, она сумеет вытащить со дна всех остальных. Легкого решения проблемы по щелчку пальца, как и двери выхода, не существует. Это долгая работа над собой. И чтобы выйти из депрессии, тебе предстоит пройти всю игру целиком. Если ты сдашься, болезнь тебя поглотит, и под гнетом тревог вскоре ты сам подведешь черту своей жизни. Но чтобы начать таки жить полноценной жизнью, ты обязан сперва разобраться со всеми своими тараканами в голове, иначе просто не попрет. Если на этом видео наберется 500 тысяч просмотров, то я выпущу еще один ролик о цифровом цирке, где расскажу вам побольше о Кейне, прошлом Королёра, Джекса и остальных. Так что скидывайте видео друзьям, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, и не забудьте поставить лайк под роликом, чтобы YouTube его лучше продвигал. А в моем телеграме вас ждут дополнительные интересные факты, не попавшие в этот ролик. Обязательно подписывайтесь сюда, там будут поститься все новости про цирк и другие интересные штуковины. А на этом сегодня все. С вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока.